Здравствуйте, уважаемый судья. Здравствуйте, Мария. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Я пришла по поводу штрафа за превышение скорости. Да, я вижу ваше дело на столе. Почему вы хотите поговорить со мной? Я хочу попросить вас разрешить оплатить штраф позже. Сейчас у меня нет всей суммы. Понимаю. Сколько времени вам нужно для оплаты? Мне нужно примерно 2 месяца. Я сейчас ищу новую работу. Значит, вы не работаете сейчас. Да, я временно безработная. Очень тяжело найти работу сейчас. Вы пытались оплатить хотя бы часть штрафа? Я уже заплатила половину суммы. Остальное пока не могу. У вас есть семья, которая может помочь вам. К сожалению, у меня нет родственников в городе. Мои родители живут далеко. Сколько вам осталось заплатить? Мне осталось заплатить 3000 рублей. Это не очень большая сумма. Почему для вас это сложно? Я живу одна, и у меня много других расходов. Аренда, еда, транспорт. Вы получили уведомление о штрафе вовремя. Да, я получила письмо через неделю после нарушения. Почему вы превысили скорость тогда? Я опаздывала на собеседование, очень нервничала. Я понимаю, стрессовые ситуации бывают у всех. Я очень сожалею о нарушении и больше не буду так делать. Вы раньше получали штрафы. Нет, это мой первый штраф за всю жизнь. Это хорошо. Значит, вы обычно соблюдаете правила. Да, я всегда стараюсь быть аккуратной на дороге. Я вижу, что вы честно пришли в суд и не скрываете ничего. Спасибо за понимание. Я не хочу избегать ответственности. Можете ли вы найти работу в ближайшие недели? Я надеюсь, я уже отправила несколько резюме. Если вы найдете работу, вы сможете оплатить штраф быстрее. Конечно, я сразу же заплачу все, как только получу зарплату. Хорошо, я могу дать вам отсрочку на 2 месяца. Правда? Спасибо вам огромное. Но если вы не оплатите вовремя, будет пеня. Вы понимаете это? Да, я понимаю. Я очень постараюсь оплатить вовремя. Я запишу новое время оплаты в решении суда. Мне нужно подписать какие-то документы. Да, вот здесь подпишите, пожалуйста. Хорошо, сейчас подпишу. Вот, готово. Спасибо, вам дадут копию решения. Мне нужно приходить еще раз в суд. Нет, если вы оплатите вовремя, приходить не нужно. Спасибо, это очень удобно. Если появятся вопросы, вы можете позвонить в канцелярию. Хорошо, я поняла. Спасибо за совет. Не переживайте, все будет хорошо. Спасибо за вашу доброту и понимание.
Пожалуйста, Мария, постарайтесь больше не нарушать правила. Я обещаю быть очень внимательной. Желаю вам удачи с поиском работы. Спасибо большое. Хорошего вам дня. И вам хорошего дня. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте, уважаемый судья. Добрый день. Пожалуйста, садитесь. Как вас зовут? Меня зовут Ирина Петрова. Хорошо, Ирина. Почему вы здесь сегодня? Я хочу оспорить штраф за превышение скорости. Понятно. У вас есть доказательства? Да, у меня есть фотографии и видео с регистратора. Можете показать фотографии сначала. Конечно, вот они на моем телефоне. Спасибо. Покажите, пожалуйста, ближе. Вот это фото. Здесь видно ограничение скорости. Я вижу. А это ваша машина на фото. Да, это моя машина. Номер тоже видно. Почему вы думаете, что не нарушили? На видео видно, что я ехала медленно. Знак виден ясно. Хорошо. Можете показать видео. Да, сейчас включу. Вот запись с регистратора. Спасибо. Я смотрю. Запись короткая. Да, всего 2 минуты. Хорошо, давайте посмотрим вместе. Вот, смотрите, я проезжаю под знаком 40. Я вижу, на спидометре 38 километров в час. Да, это видно на видео. Кто снимал это видео? Видео сделал мой видеорегистратор в машине. Когда была эта запись? В тот же день, когда меня остановили. Вы уверены, что это то же время? Да, дата и время есть на видео. Покажите, пожалуйста, дату на видео. Вот, смотрите, 12 мая, 10:15 утра. Я вижу, инспектор утверждает, что вы ехали быстрее. Может быть ошибка радара. Я всегда соблюдаю правила. Вы раньше нарушали правила. Нет, у меня нет нарушений раньше. Почему, по-вашему, вас остановили? Может быть, приняли мою машину за другую. Вы разговаривали с инспектором тогда. Да, я спросила, почему меня остановили. Что сказал инспектор? Он сказал, что радар показал превышение. Показывал ли инспектор фото или видео? Нет, он только написал штраф. Понимаю, вы хотите, чтобы суд посмотрел ваше видео. Да, пожалуйста, это важно для меня. Хорошо, видео ясное и видно скорость. Спасибо. Я старалась записать все честно. Вы нервничаете? Да, я очень переживаю. Не волнуйтесь, мы все рассмотрим внимательно. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, у вас есть еще доказательства.
Нет, только фото и видео. Я приму их к рассмотрению. Вы хотите что-то добавить? Нет, все сказала. Хорошо, спасибо за честность. Спасибо вам. Решение суда я сообщу позже. Хорошо, я буду ждать. Всего доброго, Ирина. До свидания, спасибо еще раз. До свидания. Здравствуйте, уважаемый судья. Здравствуйте, Ирина. Вы готовы дать показания? Да, я готова. Очень волнуюсь. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Где вы были в день происшествия? Я стояла на автобусной остановке напротив дороги. Вы хорошо видели место аварии? Да, все было видно. Я ждала автобус и смотрела на дорогу. Во сколько это было? Около 4 часов дня. Что вы увидели? Я увидела, как красная машина остановилась на светофоре. А потом что произошло? Потом зеленая машина быстро поехала вперед и не остановилась. Кто был виноват, по вашему мнению? Я думаю, виновата зеленая машина. Она не остановилась на красный свет. Вы уверены, что был красный свет? Да, я смотрела на светофор. Он был красный. Хорошо. Вы слышали звук аварии? Да, был громкий удар. Я испугалась. Были ли люди рядом с вами? Да, еще 2 человека ждали автобус. Они тоже видели аварию? Да, мы все посмотрели на дорогу, когда услышали шум. Вы знаете водителей этих машин? Нет, я их не знаю. Как выглядел водитель зеленой машины? Это был мужчина, он был в очках. А водитель красной машины? Я не смогла хорошо рассмотреть его лицо. Вы видели, кто первым вышел из машины? Да, первый вышел водитель красной машины. Он был очень расстроен. А водитель зеленой машины что делал? Он долго сидел в машине, потом вышел и стал говорить по телефону. Были ли пострадавшие? Нет, кажется, никто не пострадал. Полиция приехала быстро? Да, через 10 минут приехала полиция. Вы говорили с полицией? Да, я рассказала, что видела. Вы подписывали какие-то документы? Да, я подписала объяснение. Вы уверены в своих словах? Да, я говорю только правду. Почему вы решили прийти в суд? Я хочу помочь, чтобы было справедливо. Вас кто-то просил говорить по-другому. Нет, никто меня не просил. Вы видели, как машины двигались до аварии? Да, обе машины были на светофоре.
но зеленая поехала первой. Был ли дождь или солнце? Было солнце, дорога была сухая. Вы помните номера машин? Нет, я не запомнила номера. Вы заметили еще что-то важное? Да, зеленая машина ехала очень быстро. Вы знаете правила дорожного движения? Да, я училась на права. Спасибо, Ирина. Вам было страшно? Да, я испугалась, когда услышала удар. После аварии вы остались на месте. Да, я ждала полицию. Кто-то еще делал фотографии? Да, один мужчина фотографировал машины. Все ли вы рассказали? Да, я все, что помню. Спасибо вам за честные ответы, Ирина. Пожалуйста, я рада помочь. У меня больше нет вопросов. Спасибо вам, до свидания. До свидания, Ирина. Хорошего дня. Спасибо и вам хорошего дня. Здравствуйте, Ваша честь. Добрый день, Артём. Пожалуйста, садитесь. Спасибо, я немного волнуюсь. Не переживайте, все будет хорошо. Почему вы здесь сегодня? Я хочу объяснить, почему опоздал на работу и нарушил правила на дороге. Хорошо. Я вижу, что у вас был штраф за превышение скорости. Почему вы спешили? Утром у моей жены случился приступ астмы. Мне нужно было быстро купить лекарство. Вы купили лекарство в аптеке? Да, аптека была недалеко, но времени было мало. У вас есть чек из аптеки или рецепт? Да, вот чек, пожалуйста, посмотрите. Спасибо. Все правильно. Время покупки совпадает с временем нарушения. Я понимаю, что нарушил, но я очень волновался за жену. Это серьезная причина, почему вы не вызвали скорую помощь. Я звонил, но сказали, что приедут через 20 минут. Я решил поехать сам. Ваша жена сейчас в порядке? Да, спасибо, ей уже лучше. Хорошо. Вы ездили осторожно или только спешили? Я старался быть осторожным, но немного превысил скорость. Знаете, превышение скорости опасно. Были другие машины на дороге? Да, но движение было не очень сильным, это было рано утром. Были ли пешеходы рядом? Нет, на улице было почти пусто. Это хорошо. Вы часто нарушаете правила? Нет, обычно я очень аккуратный водитель. У вас есть другие штрафы? Нет, это мой первый раз. Отлично. Как ваша жена себя чувствует сейчас? Она дома, принимает лекарства, скоро пойдет к врачу. Вы понимаете, что правило есть правило? Да, понимаю, я больше так не буду поступать.
Хорошо, я вижу, что ситуация была сложная. Спасибо за понимание, мне очень важно объяснить причину. Конечно, мы все люди, и бывают трудные моменты. Я рад, что вы меня выслушали. Есть ли у вас еще что сказать? Нет, спасибо, я все рассказал. Хорошо, я учту вашу причину. И я готов оплатить штраф, если это нужно. Я подумаю о вашем деле. Возможно, будет предупреждение. Спасибо большое, я очень благодарен. Пожалуйста, в следующий раз будьте осторожнее на дороге. Обязательно, Ваша честь. Вы можете идти. Хорошего дня. И вам хорошего дня. Спасибо еще раз. Всего доброго, Артём. До свидания. До свидания. Всегда буду внимательнее теперь. Это правильно. Берегите себя и своих близких. Спасибо. До свидания. До свидания. Пусть у вас будет легкий день. Спасибо и вам всего хорошего. Спасибо, Ваша честь. Пожалуйста. До встречи. Всего хорошего. Доброе утро. Здравствуйте. Вы Ирина, верно? Да, я Ирина, а вы судья Сергей. Все верно. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Вы здесь, чтобы оспорить штраф за нарушение дорожного знака. Да, я получила штраф, но, по-моему, знак был неправильный. Расскажите, что случилось. Я ехала по улице Ленина. Там был знак «Стоп», но он стоял очень низко и был закрыт ветками. Вы уверены, что вы не заметили знак? Да, я посмотрела внимательно, но его почти не было видно. У вас есть фотографии. Да, вот фотографии, которые я сделала сразу после остановки. Покажите, пожалуйста. Вот, посмотрите. Здесь видно, что знак закрыт ветвями дерева. Да, действительно, знак почти не видно. Я всегда стараюсь соблюдать правила. Я не хотела нарушать. Вы ездите по этой улице часто? Иногда, когда еду на работу, но не каждый день. Раньше вы замечали этот знак. Нет, раньше его было видно. Только в этот день он был закрыт. Вы пытались связаться с дорожной службой. Нет, я не знала, куда звонить. Понимаю. А кто-нибудь еще был с вами в машине? Нет, я была одна. Были ли там другие водители, которые тоже не заметили знак? Я видела, что два водителя тоже остановились после меня и удивились. Вы с ними разговаривали? Нет, я только видела их реакцию. Вы получили штраф сразу или по почте?
Мне передал полицейский на месте. Что сказал полицейский, когда остановил вас? Я объяснила ему, что знак не видно, но он сказал, что все равно должен выписать штраф. Вы были вежливы с полицейским. Да, мы говорили спокойно. Вы раньше нарушали правила. Нет, у меня чистая история. Это первый раз. Хорошо, вы волнуетесь сейчас? Немного. Я никогда не была в суде раньше. Не переживайте, ваша ситуация понятна. Спасибо вам. Я просто хочу справедливости. Я вижу, что вы честный человек. Вы считаете, что знак надо заменить. Да, его нужно поднять или обрезать ветки. Я запишу это и передам в дорожную службу. Спасибо большое. Есть ли еще что-то, что вы хотите сказать? Нет, все, что могла, я рассказала. Хорошо, ваше объяснение понятно. Какой будет следующий шаг? Я рассмотрю ваше дело и приму решение в течение недели. Я должна ждать звонка. Да, мы с вами свяжемся. Спасибо, я очень благодарна за внимание. Спасибо вам за честность. Хорошего дня. И вам хорошего дня. До свидания. До свидания. Здравствуйте, уважаемый судья. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Сергей Павлов. Я здесь по поводу штрафа за нарушение на перекрестке. Хорошо, Сергей. Вы понимаете, почему вы здесь? Да, мне сказали, что я проехал на красный свет, но я не согласен. Расскажите, что случилось на дороге. Я ехал медленно, было много машин, светофор был желтый, когда я начал движение. Вы уверены, что был желтый свет? Да, я смотрел прямо на светофор, был желтый, не красный. А почему тогда инспектор написал, что был красный свет? Думаю, он ошибся. Он стоял далеко, могло быть не видно. Были ли с вами пассажиры или свидетели? Да, со мной был мой друг, он тоже видел, что был желтый свет. Как его зовут? Он может прийти в суд? Его зовут Андрей, он сегодня работает, но может прийти в другой день. Понимаю. А почему вы не остановились, когда увидели желтый свет? Я уже подъезжал к перекрестку. Если бы я затормозил, была бы авария. Почему была бы авария? За мной ехала другая машина очень близко. Если бы я резко остановился, она бы меня ударила. Вы видели номер той машины? Нет, к сожалению, не запомнил номер. Все произошло быстро. Был ли дождь или плохая погода в тот день? Нет, было сухо, ясно, но много машин. Вы сами часто ездите по этому маршруту? Да, каждый день на работу и обратно. Были раньше у вас такие ситуации на этом перекрестке?
Нет, раньше не было проблем. Всегда стараюсь соблюдать правила. Вам когда-нибудь выписывали другие штрафы? Нет, первый раз за 10 лет вождения. У вас есть фотографии или видео с того дня? Нет, у меня нет регистратора, но Андрей может подтвердить мои слова. Вы уверены, что не нарушили правила? Да, я всегда очень осторожен за рулем. Как вы думаете, почему инспектор решил остановить именно вас? Думаю, он не увидел точно, кто проехал, потому что было много машин. Вы видели других водителей, которые проехали вместе с вами? Да, еще одна машина проехала чуть раньше меня. Инспектор остановил только вас? Да, только меня, остальные машины поехали дальше. Как вы себя чувствовали после остановки? Был очень расстроен и испугался, потому что всегда соблюдаю правила. Что сказал вам инспектор? Он сказал, что я проехал на красный и выписал штраф. Вы пытались объяснить инспектору ситуацию? Да, я сказал ему, что был желтый свет, но он не поверил. Почему вы решили прийти в суд? Я уверен, что не нарушал. Я хочу справедливости. Вы читали протокол? Все ли там правильно написано? Да, я читал. Там написано, что был красный свет, но это не так. Вы подписали протокол? Да, подписал, но написал, что не согласен. Сейчас вы хотите отменить штраф? Да, я прошу вас отменить штраф, потому что я не виноват. Хорошо, я выслушала вашу историю. У вас есть еще что добавить? Только то, что я очень ответственный водитель. Я прошу поверить мне. Спасибо, Сергей. Я рассмотрю все ваши слова и приму решение. Спасибо большое за ваше время и понимание. Пожалуйста, желаю вам хорошего дня. И вам хорошего дня. До свидания. До свидания. Здравствуйте, уважаемый судья. Добрый день, Мария. Как вы себя чувствуете сегодня? Немного нервничаю, если честно. Я здесь, потому что считаю, что получила штраф по ошибке. Не волнуйтесь, Мария. Расскажите, что произошло. Меня остановил полицейский и сказал, что я ехала на красный свет. Но я уверена, что был желтый, когда я проехала. Вы помните, в каком месте это было? Да, это было на перекрестке улицы Ленина и Пушкина. Были ли там камеры или свидетели? Камеры там есть, но я не знаю, работают ли они. Свидетелей у меня нет. Почему вы решили не останавливаться на желтый? Я боялась, что если резко остановлюсь, сзади меня другой водитель может не успеть затормозить. Вы видели, что за вами кто-то ехал близко? Да, за мной был черный автомобиль очень близко. А вы разговаривали с этим водителем после? Нет, я не смогла его найти после ситуации.
Полицейский что-то еще вам сказал? Он сказал только, что видел, как я проехала на красный, но я не согласна. Вы просили показать запись с камер. Я спросила, но он сказал, что не может показать запись на месте. У вас есть фотография штрафа. Да, вот она. Я принесла копию. Спасибо, Мария. Я посмотрю, здесь написано «Проезд на запрещающий сигнал». Я понимаю, но я действительно въехала на перекресток, когда был желтый свет. Как вы думаете, почему полицейский мог ошибиться? Может быть, у него был плохой обзор или он отвлекся. Были ли еще машины рядом на перекрестке? Да, слева стояла белая машина, она тоже поехала со мной. Вы знаете водителя этой машины? Нет, к сожалению. Как вы обычно ведете себя на дороге? Я всегда стараюсь быть осторожной. Я не нарушаю правила. Были у вас раньше штрафы? Нет, никогда не было. Вам важно, чтобы это дело было рассмотрено справедливо? Да, для меня это очень важно. Я не хочу платить за то, чего не делала. А если камера покажет, что вы были правы, вы будете спокойны? Конечно, я хочу только справедливости. А если камера покажет, что вы ошиблись, примите решение суда. Да, я приму. Я готова к честному решению. Хорошо, я уточню информацию о камерах и посмотрю запись. Спасибо большое, это очень важно для меня. Вы волнуетесь из-за этого штрафа? Да, немного. Я переживаю, что это повлияет на мою работу. Ваша работа связана с вождением? Нет, но мне нужно ездить на машине каждый день. Я понимаю. Желаю вам удачи. Спасибо, Игорь. Я надеюсь на справедливый результат. Я сделаю все, чтобы рассмотреть дело честно. Спасибо еще раз. Мне стало спокойнее после разговора. Рад это слышать. Если у вас будут вопросы, обращайтесь. Обязательно. До свидания. До свидания, Мария. Всего хорошего. Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро. Меня зовут Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, вы знаете, почему вы здесь сегодня? Да, я получила штраф за превышение скорости. Вы согласны с этим штрафом? Я немного не согласна. Я хочу объяснить, почему это случилось. Хорошо, расскажите, что произошло. Я ехала домой после работы. Был сильный дождь, и я очень устала. Вы помните, с какой скоростью вы ехали? Да, я думаю, около 70 километров в час. Я думала, что это разрешенная скорость. Но на этом участке дороги разрешено только 60 километров в час. Я понимаю. Я не заметила знак.
Было темно и дождь. Почему вы не снизили скорость? Я хотела быстрее доехать домой, потому что мне было плохо. Вы часто превышаете скорость. Нет, это первый раз. Обычно я всегда езжу осторожно. У вас раньше были штрафы за нарушение правил. Нет, раньше не было. Почему вы не остановились сразу, когда увидели полицейскую машину? Я испугалась и не поняла сразу, что меня останавливают. Полицейский сказал, что вы были вежливы. Это правда. Да, я сразу извинилась и показала документы. Как вы относитесь к правилам дорожного движения? Я уважаю правила. Я всегда стараюсь соблюдать их. Что вы делаете, чтобы ехать безопасно? Я всегда пристегиваюсь ремнем, смотрю на знаки и не разговариваю по телефону. Это хорошо. Почему вы считаете, что штраф слишком большой? Я сейчас мало зарабатываю. Мне трудно заплатить такой штраф. Вы работаете. Да, я работаю медсестрой в больнице. Спасибо за вашу работу. У вас есть дети. Да, у меня есть сын. Ему 8 лет. Понимаю. Вы часто ездите на машине. Я езжу каждый день на работу и обратно домой. Как вы думаете, что бы вы сделали по-другому в этот день? Я бы ехала медленнее и внимательнее смотрела на знаки. Если вы снова увидите этот знак, что вы сделаете? Я обязательно снижу скорость. Вы понимаете, что нарушение могло быть опасным. Да, я понимаю. Я очень сожалею. Вы хотите что-то еще сказать? Я очень извиняюсь. Я больше так не поступлю. Спасибо за ваши слова. Вы нервничаете сейчас. Да, немного. Я никогда не была в суде. Все хорошо, не волнуйтесь. Мы хотим, чтобы вы были осторожнее. Спасибо. Я буду осторожнее, обещаю. Вы знаете, почему важно соблюдать скорость? Да, это нужно для безопасности всех людей. Вы хотите попросить снижения штрафа. Да, если это возможно. Я бы очень благодарна. Я подумаю и приму решение. Вы готовы ждать решения? Да, конечно. Есть ли у вас еще вопросы ко мне? Нет, спасибо. Все понятно. Хорошо, тогда решение будет через несколько дней. Спасибо большое за ваше понимание. Пожалуйста, желаю вам хорошего дня. И вам хорошего дня. До свидания. До свидания. Здравствуйте, уважаемый судья. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Как вас зовут? Меня зовут Ирина Александровна. Ирина Александровна, вы понимаете, почему вы здесь сегодня? Да, я получила штраф за превышение скорости. Вы согласны с нарушением?
Да, я действительно ехала немного быстрее. Почему вы нарушили правила? Я спешила на работу, опоздала на автобус. Понимаю, но вы знаете, что это опасно. Да, я понимаю. Мне очень жаль. Какой у вас сейчас штраф? 5000 рублей– это для меня многие. Почему для вас это много? У меня маленькая зарплата, я одна воспитываю сына. Ваш сын маленький. Да, ему всего 8 лет. Вы работаете? Да, я работаю медсестрой. У вас есть еще долги или другие штрафы? Нет, других штрафов нет. Это первый раз. Хорошо, вы раньше не нарушали? Нет, никогда раньше. Вы готовы оплатить часть штрафа? Да, я могу заплатить половину суммы. Почему только половину? У меня сейчас нет всей суммы. Зарплата только через 2 недели. Понимаю. Вы можете предоставить справку о доходах? Да, я принесла справку с работы. Покажите, пожалуйста. Вот, возьмите. Спасибо. Я вижу, у вас действительно невысокая зарплата. Спасибо, что посмотрели. Вам нужна рассрочка или просто уменьшить сумму? Лучше уменьшить сумму, если возможно. Вы обещаете больше не нарушать? Да, честно, я буду внимательнее. Почему вы не обратились за помощью раньше? Я думала, что смогу заплатить, но не получилось. Хорошо, что пришли сегодня. Спасибо, что выслушали меня. Я подумаю о снижении штрафа. Это очень важно для меня. Спасибо. Если я снижу штраф, вы оплатите вовремя. Да, конечно. Я оплачу сразу, как смогу. У вас есть вопросы ко мне? Нет, все понятно. Спасибо. Я вынесу решение через пару минут. Хорошо, я подожду. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Спасибо вам большое. Вы хороший человек, просто будьте осторожнее на дороге. Обязательно. Я теперь буду очень внимательной. Удачи вам и вашему сыну. Спасибо от всей души. Вы можете идти, я сообщу о решении. Спасибо, до свидания. До свидания, всего доброго. Хорошего дня. И вам хорошего дня. Спасибо. Буду ждать вашего решения. Решение пришлют вам по почте. Жду. Спасибо за понимание. Всего хорошего. Спасибо, до свидания. До свидания. Доброе утро, уважаемый судья. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Сергей Иванов. Хорошо, Сергей. Зачем вы здесь сегодня?
Я хочу оспорить штраф за нарушение на дороге. Какое именно нарушение вы совершили? Мне выписали штраф за превышение скорости. Когда это случилось? Это было 3 недели назад, в пятницу вечером. На какой улице вы ехали? На улице Ленина, возле школы. Какую скорость вы превысили? Мне сказали, что я ехал 65 км/ч вместо 50. Вы согласны с этим? Нет, я не согласен. Я ехал медленно, было много машин. Почему вы думаете, что ошибка произошла? Я ехал за автобусом и не мог разогнаться. А вы видели дорожный знак? Да, я видел знак 50 км/ч перед школой. Когда вас остановили, что сказал инспектор? Он сказал, что меня зафиксировала камера. У вас есть фото или видео с камеры? Нет, мне не показали фото на месте. А вы получили письмо о штрафе? Да, я получил письмо через неделю. В письме есть фотография. Нет, только информация о месте и времени. Было ли много других машин рядом? Да, было много машин и автобус впереди. Может быть, камера ошиблась. Я думаю, что камера могла ошибиться. У вас есть свидетели? Нет, я ехал один, но много машин вокруг. Вы часто ездите по этой улице? Да, я живу рядом и езжу там каждый день. Были раньше у вас такие штрафы? Нет, это мой первый штраф за скорость. Вы обычно соблюдаете правила? Да, всегда соблюдаю, особенно возле школы. Почему вы решили оспорить штраф? Я уверен, что не нарушал скорость. Вы нервничаете сейчас? Немного, это мой первый суд. Не волнуйтесь, мы разберемся вместе. Спасибо, это очень важно для меня. У вас есть какие-то доказательства? Только мои слова и маршрут на телефоне. Можете показать маршрут? Да, вот на телефоне карта моего пути. Спасибо, посмотрю. Вы всегда ездите этим маршрутом? Да, всегда один и тот же путь. Были на дороге какие-то работы или препятствия? Нет, все было спокойно, только много машин. А музыка в машине играла громко? Нет, я всегда слушаю радио тихо. Какое было настроение у вас в тот день? Я был спокоен, не спешил никуда. Были ли дети рядом на дороге? Да, я видел детей у школы, поэтому ехал медленно. Сколько времени вы ехали по улице Ленина? Около 5 минут. Это короткая улица. Как часто там работают камеры? Я не знаю, но часто вижу камеры. Готовы принять решение суда? Да, я хочу услышать решение. Хорошо, я все поняла. Есть еще что добавить?
Нет, все сказал. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей. Желаю удачи и хорошего дня. Спасибо вам, хорошего дня.